Всем привет, друзья! Сегодня я откую нож из железнодорожного костыля. Так как он был в употреблении, то его необходимо выровнять. Я сделаю это на молоте. Теперь займусь будущей рукоятью ножа. Банально скручивать ее неинтересно, поэтому я придумал кое-что получше. Насверливаю сквозные отверстия для контроля. Рубить буду с двух сторон навстречу. Сначала на холодную делаю разметку зубилом и приступаю к рубке на горячую. После рубки снимаю заусенцы напильником. Теперь нужно все выровнять и придать рукояти форму. Сейчас можно заняться лезвием. На молоте оттягиваю остаток от костыля подлиннее и пробиваю его на матрице, чтобы отпечатать зубцы. Сварка будет зубастая. Такой тип соединения лезвия и обуха не только красив внешне, но и придает шву большую прочность по сравнению со сваркой в стык за счет увеличения площади соприкосновения. На пункте приема металла нашел старый напильник. Его поставлю на режущую кромку. Для этого мне нужно его перековать в полосу нужного мне сечения. С заготовкой из напильника я поступаю так же, как и с самим костылем. Пробиваю на матрице. Соединяю между собой две паковки зуб в зуб и провариваю кузнечной сваркой на молоте. Пусть вас не удивляет наличие искрения, это я не сжег пакет, это во флюсе остался графит с предыдущих проектов. Чтобы обернуть лезвием весь клинок,
Я загнул его кончик кверху дугой, которую потом срезал болгаркой параллельно обуху. Теперь ручной ковкой формирую спуски на клинке. Перехожу к слесарке. Делаю контуровку и снимаю спуски перед закалкой. Самое главное не забыть поставить клеймо. У меня такое иногда случается. Ну все, теперь можно в печь для нагрева под закалку. Закаливаю в растительном масле и помещаю клинок в печь для отпуска. Далее идет чистовая слесарка и полировка. В растворе лимонной кислоты я растворяю остатки буры и частично окалины. Решил немного придать лоска рукояти, сохранив грубоватый вид, поэтому слегка прошелся на скотч-брайте. Шляпку костыля, она же тыльник, я решил полирнуть в зеркало. Осталось протравить клинок в азотной кислоте. Ну вот и все, ножик готов. Кстати, приобрести этот нож вы можете на аукционе, ссылочка в закрепленном комментарии. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока и до новых встреч!